Привет, енотики! С вами Стримимишка. Вы давно просили в комментариях записать летсплей, и я решила сделать это немножечко тривиально и нетривиально одновременно. Давайте сейчас с вами пройдем обучение. Я последний раз обучение проходила, не знаю, года 2 назад, и оно выглядело точно иначе. Я сейчас вспоминаю эти ощущения, когда читаешь вот эти вот строки «История смерти при первом запуске», и такой весь погружаешься в эту вещь, и начинаешь играть. Кстати, всем отдельное спасибо за комплименты про мой голос, мне очень приятно. Итак, что же мы видим? Нас приветствует енот, которого все так не любят и ненавидят, просит приблизить, отдалить камеру. Ну, вначале просто очень простые механики мы отрабатываем в обучении. В принципе, ничего нового. Мы находимся в доме, он похож на тот дом, который был раньше. Смотрим, какое у нас здоровье. Тоже, кстати, очень важная вещь, не забывать на него смотреть. Смотрим, где располагаются навыки, читаем про них, узнаем про енота. И, в принципе, вот здесь, наверное, можно было бы и закончить, чтобы дальше, когда мы с вами играем, разбирались сами. Ну, кстати, напишите в комментариях, пожалуйста, кто вот действительно сначала проходил обучение, а потом разбирался. Я сначала попробовала поиграть. Очень быстро умерла, попробовала сделать песочницу, настроила так, что там вообще не было зомби, ходила, дико боялась, и потом только прошла обучение, когда я только первый раз начала играть. Вот, мы продолжаем в нашем обучении ходить по этому дому, который немножко покоцанный, который весь в кровище. Начинаем разбираться с тем, как нам ходить по кругу, как нам смотреть. И вот мы слышим впервые рычание-мычание зомби, но мы не знаем, где он, в принципе. Я, кстати, очень часто сталкиваюсь с комментариями у стримеров, вот у Паника на стриме как-то кто-то писал о том, что его девушка была умнее и просто во время обучения убежала в лес. Я, кстати, попробую это сделать, потому что я, когда проходила это обучение, я про это вспомнила в конце. Если это сейчас зайдет и будет больше 50 лайков, я тогда попробую специально зайти в обучение, чтобы оттуда сбежать. А пока мы подовольствуемся крысой, которую нас принуждает съесть енот. Вообще, сбежать с обучения или что-то сделать очень сложно, потому что в конкретный момент времени тебе доступны только определенные механики. То есть ты не можешь там взять куда-то прямо сейчас уйти, потому что у тебя что-то закрыто, что-то перекрыто, у тебя нету возможности открыть инвентарь, например, и так далее. То есть ты можешь делать, и руководить своим персонажем только в рамках того, что тебе в этот момент предоставляет игра. То есть вот она тебя ведет дальше к зомбарю. Кстати, вот раньше мы тоже выходили где-то из окна или из двери, там тоже был зомбарь, поэтому здесь пока особо ничего нового нету по обучению, только так вот машинка там стоит, еще что-то. В принципе, здесь у нас все такое, а вот дальше начинается часть, которую я не припомню в обучении, ее, по моему ощущению, раньше не было. И тут нужно уже красться, начинать бояться вот этого первого зомби, проникать через забор, убить его тем, что ты нашел на прошлом зомби. Как-то сразу так резко хорошо получается супер удар с ножом. Просто вообще гениально. Здесь ты забираешь рюкзак. А вот потом, кстати, смотришь, что там есть бинты, слышишь звук разбитого стекла и начинаешь перемещаться как раз непосредственно туда. И тут, видите, нету возможности убрать стекла, поэтому игра тебя заставляет перелезть, чтобы ты специально порезался, и чтобы ты себя перебинтовался бинтом, который как бы случайно был в этом рюкзаке. Вот эти уже механики, они, на мой взгляд, немножечко избыточные, не то чтобы избыточные, это вот слишком натянуто. Очень сильно раздражает, что нет ощущения, что у тебя есть какая-то свобода воли или выбора. Вот да, научились открывать шторки, увидели кучу зомбарей и очень сильно напугались скримера. Окей. Я уже в последнее время перестаю бояться скримеров. Дальше мы, переодеваемся в суперармейскую одежду, узнаем, что она нас очень сильно от всего защищает. И вот я сейчас представляю, что если бы я установила эту игру и зашла вот в это обучение, возможно, я бы не осознала и не поняла то, насколько игра крутая и прикольна. Я вот сейчас серьезно говорю,
по той простой причине, что мне бы начало казаться, что это какая-то игра вот именно с ограниченным миром, с ограниченным действием, что это что-то типа квестов. У меня бы было бы неправильное впечатление от игры с таким именно обучением. И если бы я это где-то увидела бы и прочее, я бы, может быть, даже бы дальше не продолжила играть. Ну и что дальше игра нам предлагает выйти на задний дворик этого очень странно заколоченного дома, да, проследовать туда непосредственно, уже с оружием огнестрельным, которое у вас. Конечно же, перелезть через забор больше вам никуда не нужно. И вот здесь самый тоже такой прям, факап, на мой взгляд. Просто одним ударом я убиваю 2 зомбарей. О, боже мой, какая неожиданность. И вот она часть обучения. В общем, тут ты даже бы не понял, как стрелять, как прицеливаться. Вот зачем вот это вот, непонятно. Потом нам нужно еще будет побегать, да, определенным образом через спринт. У меня вообще не назначена какие-то клавиши была. Я прям аж тупила об этом абсолютно. И в конце нас енот просит крикнуть. Мы кричим. И, конечно же, к нам приходит просто миллион, миллиард, 100-500 тысяч зомби. Мы, соответственно, пугаемся. Вот, кстати, момент, когда я попыталась убежать, собственно говоря, в лес, и у меня это очень плохо получилось, как вы видите. Потом я подумала скрыться в доме, но не тут-то было. Очень быстро, хотя зомби было не очень много, очень быстро ломающийся забор. Конечно же, который привел к тому, что я очень быстро умерла. И вот, ребята, это как бы суть обучения, которое всех веселит по поводу крикнуть и прочего. Но такое вот оно есть, это обучение. Мы становимся зомби и заряжены на то, чтобы начать играть. Не знаю, напишите в комментариях, насколько вам нравится вот это обучение, и хотите ли вы увидеть еще какие-нибудь летсплеи про то, как его обдурить, потому что я потом посмотрела, в принципе, тут не так уж много зомби. Можно было бы что-то подумать с этим сделать. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить колокольчики и обязательно напишите в комментариях летсплей, именно по какой теме вам было бы круто увидеть на моем канале. До скорого, енотики!